Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за итальянский Милан ФК-24. У нас уже близится концовка сезона, и сегодня у нас ответная встреча в полуфинале Кубка Италии. Как мы видим, также во второй паре играют Интер и Ювентус, ну а мы встречаемся с Фиорентиной, с которой в первом матче сыграли в ничью 1-1. В чемпионате, к сожалению, в последнем туре в миланском дерби мы уступили Интеру и отпустили, так скажем, их на первое место. Но еще не все потеряно, у них непростые матчи тоже будут, ну у нас тоже есть там соперники, конечно, не подарок, но будем, ребята, биться до конца. Как видите, чуть-чуть я улучшил отношения с нашим руководством. У нас в задачах было подписать 3 игроков из молодежной академии, у которых потенциал больше, чем у игроков, играющих на данной позиции. На данный момент я просто забрал пару игроков из молодежки, и, собственно, рейтинг чуть-чуть повысился, да, не сильно, но хотя бы не в красной критической зоне. Вот состав Фиорентины на ваших экранах. У них последние 5 матчей, 4 победы, 1 ничья. Ника Гонсалес там на правом фланге. От него главная опасность была как в матче в чемпионате, так и в матче Кубка. Ну а мы сегодня выходим снова в небольшом измененном составе. К сожалению, Окафор не успел восстановиться, поэтому я принял решение перестроиться, как и в матче с Манчестер Сити, на 3 центральных защитников. И Шешко у нас будет на острие атаки. Как вы видите, у нас сегодня также Бенасер с первых минут у Окафора. Ну, его минут на 10, если что, можно будет выпустить. А так, ребята, сегодня Калюли тоже не играет. Рейндерс дал им отдых. Ну и, в общем, давайте тогда отправляться на игру. Вы усаживайтесь поудобнее, влепите лайк этому ролику, поддержите нашу команду, напишите комментарий. Если здесь впервые, не забывайте подписываться на канал по ссылкам, закрепленным в комментарии. Залетайте в телегу, там все анонсы, новости, уведомления, голосования. Там же ссылка на мой Twitch канал, где у нас стримы, и ссылка на мой второй канал с прохождением, его название Фандом Лига. Там у нас прохождение сюжетных игр. Всем буду рад, ну а мы едем, можно сказать, на битву, у которой исход будет только лишь финал Кубка Италии. Не просто, конечно, таким матчем стартовать серию, потому что это, ребята, не банальная, не рядовая игра. Это матч за проход в финал Кубка Италии. Из Лиги Чемпионов, к сожалению, мы вылетели, поэтому для нас сейчас остается Кубок Италии как спасение. На мой взгляд, в итальянском чемпионате это довольно такой престижный трофей. Ну и будем надеяться, что у нас получится за него побороться. Чуквезе играет на Шешко. Шешко сбивает в штрафной, кричат трибуны, но реф молчит. Ляо пытался выбить здесь мяч у Гонсалеса, но Тео Эрнандес молодцом. И сразу быстро через фланг. Ляо здесь совершенно один. Шешко забегает, подача, Шешко! С острого угла буквально вдоль ленточки пробивал Шешко, но голкипер Фиорентины к этому был готов. У нас 10 минут позади. Ляо навешивает, Шешко пытался выиграть вверх, Тамори. Давайте вот так сыграем, Калабрия. Шешко. Пас на Ляо, забить! Ляо, ребята, 1-0. Не получилось здесь у защиты Фиорентины сдержать нашу атаку. Ляо здорово открылся и как рукой аккуратненько перебросил мяч. Помните, в прошлой серии в матче с Интером у него был похожий момент, но тогда он просто не попал в створ ворот. Ну а здесь аккуратно с левой получилось перебросить вратаря и попасть в ближний. Это 1-0. Это хорошее начало, 15-я минута. Когда мы забиваем первыми, становится попроще. Сопернику уже нужно торопиться, ну а мы сегодня в такой более оборонительной схеме, поэтому будем стараться, ребята, удерживать свои ворота. А Чуквезе катит на Шешко. Шешко, удар в дальний. Ну пока все под нашим контролем. Дома у нас складывается игра получше, чем была на выезде. Фиорентина пока особо ничего не показывает. Кьяер выключила, просто отключила Галлахера. Ну хотя бы здесь. Мы снова мяч сохраняем, снова Ляо.
Есть какая-то неразбериха в центре поля. Но вот сейчас пытается Фиорентина выйти в атаку. Тамори и Бенасер рядышком. Ляо, Шешко. Шешко забрасывает на Тео Эрнандеса. Эрнандес выигрывает вверх. Пас на Ляо. Ляо пытался продавить, но в итоге продавили его. Бенасер. Тео Эрнандес. Отлично. Ну а вот теперь побыстрее в атаку. Шешко. И вот отсюда в дальний. Шешко. Перекладина. Ну а что Фиорентина? Фиорентина, будто, знаете, выжидает свой момент, пытается его найти. Бенасер. Его удар с левой. Вратарь вытаскивает, и на этом близится концовка первого тайма. Бенасер. Мяч пролетает рядом со штангой, и на этом первый тайм закончен. Фиорентина пока что, ребята, забыла приехать. У нас на второй тайм выходит Пулишич вместо Чуквезы. Чуть-чуть я хочу освежить правый фланг атаки, потому что в основном мы все через левый проводили атаки. Здорово, Галлахер. Ну и Шешко, давай. Шешко начал смещаться немножко не в ту зону, но мяч сохранил. Ляо. Передача на Галлахера. Галлахер. Шешко! Ребята, 2-0. Вот теперь, я думаю, в этом матче уже никаких проблем у нас не возникнет, потому что, ребята, Шешко забивает второй гол, и счет общий становится 3-1. Вот я не знаю, вспомните матчи с Фиорентиной в прошлых сериях. Ну, совершенно другая команда. Может быть, здесь они были не готовы к нашей схеме, и сегодня даже особо мяч не доходит до наших ворот. А в прошлых матчах мы играли, так они постоянно правым флангом, где Гонсалес, неслись в атаку. Ой-ой-ой, а вот здесь уже мы ошибаемся. Этот Шао, который не часто появляется на поле. Тео Эрнандес. Хорошо, все перекрыли. Там еще и нарушение правил было, но мы идем в атаку. Это Ляо. Пытается Додо Ляо догнать, а Ляо навешивает на Шешко. Шешко принимает мяч и бьет головой. Додо. Пошла подача в штрафную, но здесь все спокойно. Много потерь начало у нашей команды возникать. Тео Эрнандес. Опасно. Удар есть. Молодцы. Еще и мяч сохранили. Навешивает на Шешко. Шешко скидывает на Ляо. Ляо бьет и не попадает. Еще одна замена у Фиорентины. Ну и у нас тоже, ребята, выходят свежие игроки. Появляется Лофтус-Чик, появляется Оливье Жиру. Решил я его выпустить на острие атаки. А также выходит Терчано. Вместо Калабрии на правый фланг обороны. Ну и остается 10 минут. Просто продержаться 10 минут, ребята, и мы в финале. Пулишич. Пас на Оливье Жиру. Жиру выкатывает на Лофтуса Чика. И Чик мог забить первым касанием. Арбитр добавляет 2 минуты. Ну и Фиорентина, кажется, уже все понимает. Они немножко начинают придерживать мяч в центре, потому что 2 гола за это время не отыгрываются. Последняя атака. Реф дает ее провести. Здесь Пулишич пошел отрабатывать. Ну и все, ребят. Пора свистеть. Все. Мы выходим в финал Кубка Италии. Хотя бы здесь немножко нам повезло. Но в чемпионате продолжается очень непростая, ребята, битва. И нужно сейчас выкладываться в каждом матче, как в финале. Интер с общим счетом 4-3 проходит Ювентус, и нас ждет миланское дерби, ребята, в финале Кубка Италии. Интер, ребята, выиграл свой 34-й тур, 6 очков у них отрыва, и матчей все меньше. Нам нужно сейчас выиграть у Ювентуса для того, чтобы хотя бы приблизиться опять на 3 очка к Интеру. Ну и давайте тогда начинать. Ювентус идет на 4-м месте. Они тоже борются за верхние места. Посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. Всего лишь 1 победа за последние 5 игр. И честный у них на скамеечке. Перин на воротах. Влахович и Кин на острие атаки. Ну и вот состав нашей команды. Здесь измененная и схема, ребята, и исполнители. Ну и давайте начинать. Только единственное, наверное, форму поменяем. Сыграем, наверное, в своей домашней, чтобы не придумывать. Ну а Ювентус пускай тоже в своей домашней играет. Ну и, ребят, поехали. Поехали. Нам нужна только лишь победа. Я очень надеюсь, что команда наша выползла из вот этого кризиса.
И эта победа над Фиорентиной в полуфинале Кубка Италии сейчас еще немножко как-то взбодрит игроков. Если сейчас мы уступаем Ювентусу или даже играем в ничью, мне кажется, уже чемпионская гонка для нас заканчивается. Интер не отпустит победу. Хоть у них там и есть еще сложные соперники, но там нам поможет только удача. Мы, к сожалению, в очном противостоянии во втором с ними в чемпионате уступили, позволили им пройти вперед. Ну и это только, как говорится, наша проблема. А сейчас Тео Эрнандес пытается по флангу пройти. Ляо, передача в центр. Шешко. Галлахер, ждем, кому бы сделать передачу. Пас на Шешко. Шешко залетает в штрафную, Шешко бьет, а Галлахер немножко не поспевает. Удар есть. Накрыли. Ну что с пасами, ребята? Ну вот с Фиорентиной здорово сыграли, а здесь начинается снова какая-то ерунда. Галлахер. Галлахер здорово потащил мяч. И пас на Шешко, и Шешко играет на Ляо. Ляо залетает в штрафную, Ляо пытался ударить. Галлахера мотануло. Еле-еле вернул его на поле. И снова Лофтус-Чик. Очень долго. Ну хотя бы здесь. Лофтус-Чик здорово действует. Шешко. Чуквезе понесся вперед. Дождались мы его подключения. Шешко. Вот скользкий мяч иногда проскальзывает вместе с нашими игроками. Ляо. Попытался ударить. Я думал, он под правую переложит, и я собирался с правой крутить как раз-таки в правый угол. Калабрия. Новая атака нашей команды. Можно навешивать центр. Окафор забить. Окафор красавчик. Вот его было не видно. Но, ребята, он нашел свой момент, пока Шешко отвлекал вместе с Ляо всю остальную оборону. Окафор, смотрите, вот здесь здорово. Было видно хорошо, что два защитника бегут где-то в районе Шешко, и второй начал реагировать очень поздно на Окафора, а тот молодцом выскочил через центр, ребята, обработал мяч и забил. Вот в чем полезность двух форвардов, когда они вместе. Один такой здоровый, а второй, наоборот, маленький и шустрый. Шешко вот так вот длиннющими ногами может мячи выгрызать, а Окафор маленький и проворный может находить моменты за спинами защитников. Это 1-0. Ляо, продолжаем борьбу, не выключаемся. Там нарушение правил, без желтой, но нормально все. По ударам 3-1 в пользу нашей команды, но я скажу, что очень много борьбы именно в центре поля. Очень много команды борются. Классно, Окафор, Шешко. И Чуквезе снова скорость набирает. Оказался за спиной. Чуквезе сегодня активен, но все-таки этого актива пока не хватает для того, чтобы ребята забить. Зато здесь здорово сыграли в отборе. Пока рано менять Шешко. Тони Кросс выходит у Юви, а вы удивляетесь, что у нас какие-то могут быть трансферы. Посмотрите, что за переходы в других командах. Ляо, подача, Шешко. До мяча не добрался. Подача. И повезло, что вот здесь Влахович, ребята, не обработал так же здорово мяч, как Окафор в нашем моменте. Акьеза классно прорвался по флангу. Чуквезе. Видит Шешко. Шешко сразу катит в центр. Окафор, нужно второй забивать. И Окафор это делает, ребята. Шешко вновь находит его отличным пасом. И Окафор делает дубль. Ну вот теперь Шешко можно отправлять на отдых. Он, так скажем, свое дело сегодня сделал. Вовремя сразу, посмотрите, аккуратненько выдал. Ну и Окафор отлично пробивает по центру. Ну а Перин не справляется с ударом. Это 2-0. И мы увереннее начинаем лидировать. У нас двойная замена. У нас Муса выходит вместо Лофтуса Чика. И Йович вместо Шешко. И сразу Муса здорово в отбор вступил. Окафор, Ляо. Перпачок.
Муса, здорово. Йович. Ну вот кто-то говорит, выпускай Йовича, может тоже дашь ему шанс. Ну вот, ребят, знаете, вот Окафора, когда ты выпускал там минут на 15, 20, 30, от него чувствовалось все-таки, вот знаете, какая-то динамика. А Йовича, ну вот я вообще, сколько раз я его выпускал, я вообще не чувствую ни в ударах, ни в передачах. Ну вот сейчас, Йович. Кати в центр. Это, ребята, это хэт-трик Окафора. Я, честно, катил на Ляо, но получилось, что Окафор оказался ближе. Мяч дошел до него, и Окафор делает хэт-трик в ворота Юве. Это, по-моему, всего лишь второй хэт-трик в нашей карьере. Один был у Шешко, и вот сейчас второй у Окафора. Ну, а здесь разыграли просто великолепно, и уже голкипер ворота потерял. Ни Тони Кросс, ни Данила никто не мог спасти. 73-я минута, 3-0. Ну, кто бы мог подумать. Сегодня наши перестроения в матчах действительно показывают себя. В первом матче мы сыграли в 3 защитников, и здорово команда действовала. Сейчас мы перестраиваемся на 2 нападающих, и команда тоже действует здорово. И снова классно. Хорошая передача на Ляо, и побежали. У Ляо еще есть силы. Давай, Йович. Йович открывается, ныряет на этот мяч и зарабатывает пенальти. С чего? Не, ну, ребят, сейчас посмотрим. Все-таки, если там что-то и было, ну... Бремера показывают. Ну, на плечо ему мяч упал. Ну, какое пенальти? Еще двойная замена. Это я забивать, ребят, не буду. Вы уж меня простите, поймите, но... Там просто на плечо мяч упал, и Юве и так 3 получили. Нужны нападающие гораздо-гораздо мощнее. Если мы возьмем тот же Ман-Сити, которому мы уступили в Лиге Чемпионов, ну вы понимаете уровень. Держать Йовича на лавке. Или все-таки освобождать места и покупать кого-то топового. Ну давай, Йович, вот сейчас может быть что-то получится. Но он вот очень медлительный, я не знаю. Вот Муса, посмотрите, вышел, и сколько перехватов у него было. Ну и мы побеждаем со счетом 0-3 на выезде. Поздравляем Окафора, я думаю, ребята, он заслуживает вашего лайка. 3 удара, 3 гола. Окафор сегодня себя показал на 110%. Да и вся команда молодцы. Осталось, ребята, всего лишь 4 тура до конца. У нас игра против Дженуа. Интер должен еще встретиться с Лацио, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас посмотрим, какие у них игры. Так, они играют с Сосуоло. Так. Это как раз-таки этот тур. В следующем туре они играют с аутсайдером, я так понимаю, да? Да, с командой из самого низа. У нас игра с Кальяри, ну тоже с нижней части турнирной таблицы. Потом, ребята, у них игра как раз-таки с Лацио, которые сейчас идут на 3-м месте. И борются, можно сказать, даже с нами и с Ювентусом. Ну, хотя там такое плотненько все. Дальше у нас будет игра, ребята, с Торино. Торино на 8-м месте. У них будет игра с Вероной. Верона сейчас тоже, как я понимаю, да, в самом низу. Ну, в общем, ребят, такие довольно равные игры. Я имею в виду по соперникам, что у нас, что у них. Давайте отправляться. Играем мы дома. У нас есть небольшое изменение. Вот состав соперника. Играет такую довольно узкую схему. Тоже всего лишь 1 победа за последние 5 игр. Ну, а у нас сегодня Бенасер выходит с первых минут. Пару Галахеру. Ну и поехали. Мы здорово сегодня себя показали в Кубке, в матче против Фиорентины. Классно съездили в гости к Ювентусу и добыли шикарную победу и важные 3 очка. Но вот главное сейчас, в домашней игре против, казалось бы, не самого серьезного соперника, не допустить оплошность и не упустить важные для нас очки. Интер тоже, мне кажется, не собирается сдаваться. Но для нас есть единственный шанс, наверное, это если они в матче с Лацио смогут потерять очки. Я, правда, в это не особо верю, но все-таки тоже, что они вообще не проигрывают. Ляо, момент, удар, добить Окафор, его не пускал защитник. И Ляо бьет, попадает в защитника, никакого пенальти. Мы прижали Дженуа сразу же с первых минут, по-хозяйски.
Давай, давай, Шешко. Навяжем прессинг. Тут Чуквезе. Посмотрите, как тяжело им дается выход со своей половины поля. Бенасер, шикарный отбор. А вот здесь здорово прокинуть мяч не получилось. Ну и уже атака. Атака Дженуа. Правым флангом что-то пытаются придумать. Тео Эрнандес пытается встретить соперника. И с нарушением правил отодвигает в сторонку игрока Дженуа. Штрафной, 30-я минута. Подача в штрафную есть. Подача. Бенасер отбился, удар. И Миньен вытаскивает мяч. Можно сказать, из самого угла. Дженуа ищет свои моменты. Еще одна подача. Ляо. Все спокойненько. Миньен играет на Калюлю. Давай, Акафор. Калюлю сам прорывается. Получилось как-то мяч сохранить. Можно сыграть на Ляо назад. А тут уже все перекрыли. Акафор, Галлахер. Чуквезе. Его удар по воротам. Мяч свалился с ноги. И ушел за пределы поля. Показывают нам Ляо. Пока что немного у него получается в этом матче. Чуквезе. Пас-центр на Галлахера. И снова классно. Акафор забить. Он снова забивает с передачи Шешко. Эта парочка, ребята, неудержимая. Очень быстрая, классная атака. Акафор снова выныривает из-за спин защитников. Получает пас от Шешко. И счет становится 1-0. Ну как они чувствуют друг друга, ребята? А кто-то в комментариях продолжает писать о том, что у меня какие-то невероятные пристрастия к Шешко. Посмотрите, сколько у нас забивает Акафор, ребята. А Шешко оформляет голевые. Он у нас был к середине сезона лучшим ассистентом. Начинаются вторые 45 минут. Продолжаем также, ребята, аккуратно играть в отборах. Навязываем прессинг сопернику. Пас на Ляо. Ляо набирает скорость левым флангом. Ляо. 1 в 1. Мяч прокинул. Пас дальше на Акафора. Акафор в центр на Шешко. Шешко бьет, но попадает в защитника. 1-0, ребята. Очень скользкий результат. Бенасер, здорово. Акафор. Классно развернулся. Но Бенасер играет на Тео Эрнандеса. Эрнандес. Передача на Ляо. Ляо не туда пошел, но заработал штрафной. Ляо, здорово. Длиннющей ногой мяч выцарапывает. Удар Галлахера. Это, мне кажется, было немножко неожиданно для вратаря. Какой прорыв сейчас пошел по флангу, но соперник мяч упускает. У них еще одна замена. 10 минут остается до конца. А Чуквезе 1 против 2. Еще и мяч сохранил. И разыграли по флангу здорово. Чуквезе. Последняя пятиминутка. Лофтус-Чик, удар по воротам и гол! Ребята, вот это уже похороны Дженуа! Это 2-0 и Лофтус-Чик. Он частенько у нас в последних матчах выходит в концовке, и если не забивает, то получает все-таки свой момент. И здесь вроде опять первым ударом он посылает мяч в ворота Дженуа. Была свободная зона, он, ребята, пробил. И вратарь соперника не справился. Шешко уступает место на поле Йовичу. И у нас остается буквально пара минут. Еще одна передача в центр. А это Йович! Вот, ребята, и Йович попал. 3-0. Не без, конечно, помощи соперника. Там был рикошет, но Йович здорово разворачивается и добивает Дженуа. Сегодня... Но третьи голы залетают в ворота соперника уже, так скажем, как последний гвоздик в крышку гроба. От ноги защитника мяч взмывает воздух, дезориентирует вратаря и прямо над его макушкой пролетает в сетку ворот. 3-0. Это победа. Мы продолжаем, ребята, эту гонку в чемпионате Италии. Ну и будем надеяться, что у нас еще останутся какие-то
шансы. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, залетайте в телегу, на Twitch, на второй канал с прохождениями. Ну а с вами был Локи. Еще увидимся. Всем спасибо и пока-пока.